Сейчас будет пересказ анимационного фильма «Королевский отпуск». Приятного вам просмотра. Беда – изнеженный пес, живущий хорошей жизнью в особняке своей богатой пожилой хозяйки миссис Сары Вандервузе под присмотром ее верного дворецкого Джеймса и знаменитого дрессировщика Цезаря Милана. Однажды после смерти хозяйки по естественным причинам он остается в ее особняке один и без присмотра. Клэр и Норберт, племянник и племянница мисс Вандервузе, приезжают, чтобы заявить о своем наследстве. Разбирая ее вещи и планируя продать бесценные предметы, они случайно неосознанно избавляются от беды, к которому сразу же проявляют неприязнь и апатию. Тем не менее, чтобы по праву наследовать состояние своей тети, Клэр и Норберт должны быть готовы и способны привязать к себе беду и заботиться о ней в течение 3 дней, пока они не подпишут контракт, порученный адвокатом тети, мистером Макбейном, к их большому нежеланию. Понимая, что беда пропала, они нанимают Турмана Санчеса, эксперта по розыску животных, чтобы найти его до истечения срока. После выбравшись из грузовика, увозившего вещи хозяйки, и узнав правду о ее смерти, беда случайно нарушает порядок хранения орехов на дереве группой рыжих белок. В отместку белки крадут его ошейник и убегают, оставляя беду потерянным, одиноким и похожим на бродягу. В городе, пытаясь получить еду из мясного фургона, Трабл встречает бродячую собаку по кличке Роузи, что приводит к погоне по ресторану, принадлежавшему знаменитому шеф-повару Людо Лефевру. Подражательница доставщица пиццы по имени Зои Белл также теряет одну из своих пицц. После очередной встречи с белками, проведя ночь с Раузи на улице, Трабл попадает в собачий парк, где знакомится с домашними собаками Нормом, Гизмо, Беллой и Типпи, который помогает ему найти дом, заставляя его играть в пробке, где его подбирает Зои и отвозит в свою квартиру. Хотя это и временно, пока она не найдет ему место, и надеясь, что хозяин не узнает об этом, Зои и Трабл начинают сближаться. После Зои пишет песню для конкурса, в котором она собирается участвовать, и делает новый ошейник для Трабла. На следующий день в собачьем парке, несмотря на не очень приятные первые впечатления, Норм и другие собаки охотно помогают Траблу, когда узнают, что белки забрали его старый ошейник во время очередной схватки. Во время борьбы Турман, найдя наконец Трабла, случайно хватает вожака, белок, с которым предлагает заключить сделку, кучу орехов в обмен на их помощь в поисках Трабла для него. После того, как Зои ненадолго оставляет Трабла в своей квартире, белки пытаются смыть его, создавая огромный беспорядок, в результате чего Зои по возвращении выселяется хозяином. После Трабла отправляет в собачий приют, где он снова встречает Раузи и дружит с 3 другими бездомными – Снупом, Отисом и Карамелью. От Роузи Трабл узнает, что она, как и он, когда-то была комнатной собакой. Однако, после того, как она спасла ребенка своих хозяев от дорожной аварии, они приняли ее героическое поведение за агрессию и выбросили в приют, чем и объясняется недоверие Роузи к людям. Позже, в назначенный день, вместо того, чтобы участвовать в конкурсе певцов, Зои решает отправиться в питомник и забрать Трабла. Однако Турман уже определил ее. Зои отправляется в путь, разыскивая Трабла по всему городу. Поняв, как сильно она любит и заботится о Трабл, Раузи решает помочь остальным бежать и помочь Зои найти его. Они используют выброшенный новый ошейник Трабла, чтобы выследить его, а также с помощью домашних собак. Вернув белку Клэр и Норберту в особняк, Турман втайне обещает отомстить им с помощью белок, после того, как близнецы откажутся заплатить ему, как и обещали. Введя в заблуждение мистера Макбейна, что они сблизились с Траблом, Клэр и Норберт собираются заявить о своем наследстве, как вдруг появляется Зои и рассказывает, что произошло на самом деле. Требуя свои деньги, входит Турман и еще больше раскрывает ситуацию мистеру Макбейну. Узнав правду, мистер Макбейн отказывает близнецам в их наследстве. Но все еще желая получить свои деньги, Турман призывает белок, чтобы те держали Трабла за выкуп, пока Снуп, Отис и Карамель не вошли вслед за Роузи, и завязывается битва. Пока Трабл прижимается к вентилятору вожаком белок, Роузи прибывает как раз вовремя, чтобы спасти ему жизнь. Прежде чем белки уйдут, она требует вернуть бедняге старый ошейник. Затем мистер Макбейн разрешает бедняге решить, кем он хочет видеть своего хозяина. Трабл с радостью выбирает Зои, что позволяет ей унаследовать его особняк, имущество и состояние хозяина после подписания контракта к отвращению близнецов. Они и Турман уезжают, а Роузи также удочеряет Джеймса к ее радости.
На эти деньги Зои восстанавливает парк для собак, который переименовывается в парк для собак Вандервузи и посвящается миссис Вандервузи и Траблу. Она также начинает исполнять свою мечту как певица, привлекая внимание известного автора-исполнителя Джейсона Мраза. В финале фильма Снуп, которым, вероятно, был установлен Зоей вместе с Отисом и Карамелью, начинает также петь в честь Трабла, к радости всех собак. И на этом все, друзья. Поставьте, пожалуйста, лайк, подпишитесь на мой канал и напишите свои мысли в комментарии. Также советую посмотреть вам эти видео. Я желаю вам хорошего дня.